Учимся понимать ребенка без слов. Многие родители чувствуют настроение своего малыша, даже если он еще совсем кроха и не умеет разговаривать, однако чаще всего это связано не только с хорошей интуицией мамы и папы, но и с особым языком жестов, которые используют маленькие дети. Внимательно наблюдая за подрастающим ребенком, можно не только научиться понимать желания и настроение своего чада без слов, но и определить, говорит ли уже подросший малыш правду, испытывает ли он скуку или настроен агрессивно. Как формируется язык жестов? У маленького человечка язык телодвижений развивается гораздо раньше, чем формируются речевые навыки. Первые месяцы жизни малыша родители внимательно наблюдают за его мимикой и жестами, однако как только он начинает говорить первые слова, взрослые очень часто перестают уделять внимание его телодвижениям. Однако психологи доказали, что этому языку можно доверять намного больше, чем обычному разговорному, поскольку жесты и мимика находятся под управлением подсознания, которое человек не может контролировать. Первые годы жизни человек активно пользуется жестикуляцией, однако по мере дальнейшего взросления его телодвижения становится все беднее, поскольку увеличивается его словарный запас, и то, что раньше можно было только показать, теперь ему становится проще объяснить на словах. Жестикуляция также зависит и от темперамента человека. Психологические исследования показали, что холерики и сангвиники обладают более развитым языком жестов и используют его гораздо чаще, чем меланхолики и флегматики. Хорошо зная язык жестов, можно не только с легкостью внушать к себе доверие и симпатию других людей, но и понимать, когда собеседник говорит неправду или скрывает истинные чувства. Это касается не только детей, но и взрослых. Однако именно детская мимика и телодвижения несут в несколько раз больше информации, чем его речь, поскольку малыш, чувствуя на подсознательном уровне разногласия между языком тела и словами, отдает предпочтение невербальной информации, а взрослый человек – словесной. Азбука понимания. Такой простой жест, как открытая ладонь, всегда считалась знаком доверия, искренности и преданности. Это движение обычно выполняется полностью бессознательно, и по нему всегда можно определить, что собеседник говорит правду. Если малыш что-то скрывает, он прячет ладошки за спину или держит ручки в карманах. Выдать неправду могут и прикосновения к лицу. Если кроха говорит родителям неправду, он подсознательно пытается прикрыть рот, словно пытаясь задержать слова обмана. По мере взросления этот жест становится не таким явным, и подсказать, что ребенок говорит неправду, могут такие жесты, как потирание носа или века, а также почесывание шеи или уха. Такие же жесты могут сигнализировать его неуверенность в своих словах, сомнение или преувеличение. Если ребенок прикрывает рот рукой в ответ на те слова, что говорите ему вы, вероятнее всего, он чувствует вашу собственную неискренность или обман. Если малыш подпирает щеку ладошкой, это не что иное, как проявление скуки и отсутствия интереса. Если вы читаете ему книгу или что-то рассказываете, а он лишь молча вас слушает, выбрав в качестве опоры для головы собственную руку, значит, пришла пора найти более увлекательное занятие, чтобы малыш не уснул от скуки. Ребенок, который, подобно взрослому, скрещивает руки на груди, таким способом отгораживается от всего мира, демонстрирует свое недовольство, обиду или досаду. Если же пальцы малыша при этом сжимаются в кулачки, это значит, что он вот-вот заплачет, закричит или даже бросится на обидчика с кулаками. Жесты ребенка в общении со сверстниками. Наблюдая за собирающимися вместе играющими детьми, также можно определить их настроение по жестикуляции. Если ребенок стоит, положив руки на пояс, в большинстве случаев это говорит о его готовности к действиям, однако иногда таким же жестом малыши могут показывать и свою агрессию. Если ручки ребенка расположены на поясе, а пальцы сжимаются в кулачки, при этом малыш придвигается ближе к собеседнику, значит, пришла пора срочно разнять маленьких человечков, пока не произошла драка или конфликт. Руки на поясе в сочетании с открытой улыбкой – просто показатель того, что у малыша переизбыток энергии, и он готов включиться в игру, побегать или начать какое-то другое увлекательное занятие. Жестикуляция родителей. Дети прекрасно понимают и жестикуляцию взрослых, поэтому родителям нужно внимательно следить за собой, чтобы достичь взаимопонимания со своим чадом. Протянутая к малышу рука с открытой ладонью вверх воспринимается им как жест доверия или какой-то просьбы. Если ладонь развернута вниз, кроха поймет, что ему что-то приказывают, поэтому злоупотреблять этим жестом не стоит. К самым нелюбимым и даже раздражающим движениям для детей со стороны родителей относятся указывание пальцем и скрещенные на груди руки. Малыш, понимающий ваши требования, невольно почувствует, что его вынуждают подчиняться, а также может испытать сильное чувство вины и обиду за то, что к его словам не прислушиваются.
В общении с ребенком лучше всего использоваться жесты касания, поглаживания, объятия и поцелуи. Таким образом вы не только успокоите малыша и сформируете у него позитивный настрой, но и спровоцируете прилив положительной энергии. Обменивайтесь жестами со своим малышом как можно чаще, ведь только в таком случае ваш ребенок будет помнить о волшебном языке телодвижений на протяжении всей своей жизни и научится правильно его использовать. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео.